Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками и нашими встречами с белорусским политологом, политическим экспертом Юрием Воскресенским. Юрий, приветствую вас. Доброе утро, Александр. Доброе утро, дорогие зрители. Ох, закрутилось, и американцы, кажется, взяли быка за рога, в прямом смысле этого слова, потому что лично Трамп говорит, ну так нравится, не нравится кому-то, но придется согласиться, следующий четверг, дедлайн, День Благодарения. Венс подыгрывает, говорит, те, кто критикует план США, это те люди, которые там, в общем, не до конца все понимают. Самое главное остановить убийство, самое главное сохранить Украину, самое главное, ну, чтобы не повторилось снова. Ну и сам говорит, давайте лучше торговать, чем воевать. У самого Зеленского паника, это заметно по тональности видеообращения, которое он записал по случаю Дня Гидности и Свободы. Я намеренно то перевожу, то не перевожу это слово «гидность», да, ну, это как достоинство. И, в общем, говорит, будем работать 24/7, в общем, все будем делать, чтобы не потерять ни достоинство, ни гидность. Но в своей манипулятивной преамбуле этого обращения он так и говорит, у нас или достоинство и свобода, или ключевой партнер. У нас или черная зима, или 28 пунктов плана. Фактически из контекста понятно, что то, что было слито загодя, это в принципе есть предложение Соединенных Штатов Америки. Если вдумываться в детали, там начинают с разных сторон это критиковать. Например, люди-аналитики, которые, скажем так, трезво смотрят на вещи, говорят, странные формулировки. России вообще невыгодная история. Да? Те, которые там на западный манер критикуют, говорят, там переводы с российского, скажем так, с российской стилистики изложения текста. То есть видно, что там руку россияне предложили. Но там я просто всем напоминаю, что очень похожие языки, и российский, и украинский, судя по всему, нам представили нечто, что точно будет меняться. Окончательный вариант мы увидим позже. Это подтверждает Путин вчера, который говорит, да, говорит, у нас вот Купянск, очередная победа, объявил об этой победе на Совете Федерации. Но, говорит, мы готовы достигать целей и задач СВО не военным путем. Это как бы такое приглашение и пас в сторону Зеленского. В общем, загоняют Зеленского со всех сторон. Загонят. Что неделя нам готовит? Да, Александр, события действительно невероятные. И каждый раз их вихрь закручивается с таким драматизмом, что уже не знаешь даже, что будет дальше на следующей неделе. Но, если позволите, сначала я хотел бы сделать два небольших уточнения, потому что у нас очень активная зрительская аудитория, очень энергично обсуждают наши эфиры в комментариях. Спасибо, кстати, всем зрителям за это. Я в прошлом эфире, значит, говоря про электростанции, назвал, что это 750 киловатт. А это, оказывается, 750 киловольт. И вы знаете, ну, наши зрители, я им очень благодарен, следят за каждым словом спикеров. Ну и второй момент, конечно, начало конца Зеленского, когда мы обсуждали, я привел эту встречу с Ричардом Муром, главой Ми-6. Конечно, она состоялась не в 2019 году, а в 2020 году. Причем в символический день, все как любят глобалисты, 7 октября, день рождения Путина. Это очень важный момент. Я благодарен нашим комментаторам за то, что они следят пристально за такими оговорками. Теперь по поводу того, что мы узнали. Ну, с одной стороны, вот этот план, который американцы и другие издания опубликовали, он является даже спасительной соломинкой, такой рукой, протянутой Зеленскому. Ну почему? Потому что, обратите внимание, как мгновенно на нет, буквально за день-два, сошел коррупционный скандал. То есть про коррупцию уже, как бы говорят, гораздо меньше, все говорят больше за план. И прорабатывают 28
пунктов. И в этом обращении Зеленского к народу, конечно, украинский народ, насколько я читал из комментариев в украинских соцсетях, хотел бы, чтобы он прокомментировал вот эту ситуацию, беспрецедентный уровень коррупции, вот эту деятельность организованного преступного сообщества, которое руководило стратегическим украинским предприятием. Но вместо этого все его выступление было направлено на последнее американские предложения. Хочу сказать, что мы, Республика Беларусь, изначально предлагали сторонам конфликта садиться и обсуждать. Изначально предлагали господину Зеленскому не организовывать вот эту бойню, не быть ведомым, коим он стал после встречи с Ричардом Муром 7 октября 2020 года. И если вы вспоминаете слова президента Лукашенко, он говорил и неоднократно недавно повторял это, но еще тогда, в далеком 22 году, говорил: Володя, тебя кинут, останешься один, это Запад. И посмотрите, так и произошло. Фактически сейчас Зеленского кидают на заклание. Если брать какой-то кулинарный аспект в связи с ближайшим Днем Благодарения, то это классическая индейка Трампа, Зеленский. А так как они любят еще приправлять это блюдо клюквенным соусом, то, конечно, и будет и от этих пунктов кислить у него в глазах. Но, конечно, там не все пункты устраивают российскую, а значит и белорусскую сторону. Но любой, даже самый кривой, косой проект плана, вот этот так называемый драфт, это гораздо лучше, чем отсутствие такого плана. Почему? Потому что в рамках обсуждения любого плана создаются рабочие группы. И в рабочих группах происходит уже прямой контакт с лицами, принимающими решения. И в этих рабочих группах можно поговорить с представителями той же украинской стороны, сказать: ребят, ну зачем вы рушите внутри страны гражданское единство, которое вам так нужно? Зачем вы вот устраиваете эти самозахваты храмов? Зачем вы вводите санкции на людей, которые являются патриотами Украины, но имеют иную точку зрения? Может быть, они действительно не то, что не хотят слышать, а вообще не слышат голос украинского народа. То есть так оторвались, так не имеют время мониторить то, что пишут и говорят люди. Может быть, это та соломинка, которая поможет Зеленскому не только увести акцент общественный от коррупционного скандала, но и выйти на какое-то подобие мирного трека. Поэтому мы приветствуем план мирный этот Трампа. Конечно, ряд пунктов там вызывает большой вопрос. Например, конфискация 100 миллиардов российских активов. А с чего это мы это союзное государство, поэтому я имею право и говорить, в том числе с точки зрения российского политикума, а с чего это мы будем отдавать 100 миллиардов. А те, кто говорят, что так все равно ж ваши 300 миллиардов российские, все равно их заберут. Да, может быть, их и заберут. Ну, де-факто, де-юре, да, де-факто их фактически уже забрали, де-юре еще нет. Но вы не забывайте, что европейских и американских активах в акциях, долях, ценных бумагах в 2 раза больше находится в российской экономике. И благодаря решениям правительства России своевременного, они не могут эти доли ни продать, ни избавиться. Только у одной Германии находится более 100 миллиардов евро активов в России. Поэтому, как только они юридически наложат лапы на 300 миллиардов, мы юридически наложим соответствующие рестрикции на 600 миллиардов.
Вот и Ну, все. смотрите, я тут, вот эти, если так, вы так коснулись пунктов, я очень благодарен, кстати, зрителям, к которым вы обратились в самом начале. Действительно молодцы, и вот очень, очень радует эта аудитория. А, Вот именно такой подход, да, очень радует. Потому что мало того, что к каждому слову есть определенная, ну, реакция, определенная претензии или наоборот там поддержка, а есть еще и общее видение. Нас отучили за эти годы войны общо смотреть на вещи, анализируя и делать выводы нельзя. Нельзя делать выводы. Ну вот смотрите, на фронте, ну, задница, ну вот если так, с позиции украинских людей, украинского народа, с позиции там тех людей, которые отрывают от семьи там мужчин, да, и которых запихивают в бус и везут учиться, как такое, как готовят, не готовят, доживают они, не доживают до того момента, когда они попадают на фронт. На фронте воюют, все больше сейчас появляется вот этих, ну, прямого контакта, когда сдаются в плен, некоторые там расстреливают, причем и с одной и с другой стороны, чтобы не тащить условно там раненого, или наоборот в каких-то других целях, снимают это все на видео. Это означает, я всем подчеркиваю, что это означает, что мир близко, и его вот так через поле боя срывают. Мы же не видели этих видео, а их было тоже много. Ну, я имею в виду эпизодов, да, когда военное преступление конкретно на поле боя происходит с одной и с другой стороны. Я сейчас не то, что там я равняю российскую и украинскую армию, я сейчас просто объективно пытаюсь взглянуть на вещи. Нам запрещено делать выводы, что, там, давать оценки, ну, что плохо все на фронте. На фронте плохо, пора заканчивать. Там в экономике плохо, пора заканчивать. Отключение света по 10 часов, все, хватит. При этих отключениях и воздушных тревогах невозможно экономика, образование и все-все-все остальное. То есть это тоже повод для того, чтобы давайте остановимся, давайте. А у нас, говорят, 28 пунктов или черная зима. Выбирай, мол, украинец черную зиму, мы же уже выстояли. Он очень часто вспоминает о том, как было в 22-м, как бы приводя в пример, что вот смотрите, но столько воды утекло, столько возможностей упущено. Но дело даже не в том, что как манипулирует и чем манипулирует Зеленский. Говорит, мы должны понять, кто мы, что мы. Все уже поняли, кто мы и что мы. Особенно, когда у тебя за спиной не украинский народ, а за спиной мылись деньги. Он говорит, это все было за моей спиной, я не в курсе. Зрители очень большие молодцы, что они увидели и разглядели вот в этом ворохе пунктов один очень важный пункт. Это реформа образования, возвращение такого слова, как толерантность. И говорят, ребята, так за этими короткими строчками, одним даже подпунктом, там, одних из пунктов, стоят очень большие, ну, глобальная работа. Надо пахать, чтобы говорить, так, все, по-европейски, все равны, или, допустим, да, с точки зрения здравого смысла, даже не по-европейски. Нельзя там говорить, что русские плохие, там, белорусы плохие, надо учить добру. У нас разучились учить добру, а в этом, пускай не идеальном, черновом, ужасном для многих там профессиональных патриотов, да, этот пункт есть. И вот зрители обращают внимание, что это прям очень важно с точки зрения там, продолжения и выхода, на самом деле, выхода из войны. Поэтому я с вами соглашусь, да. Надо, скажем так, принимать и смотреть в корень, пытаться вот этой проблемы. Вопрос только такой, получится или нет, как вам кажется? Вот вы говорите индейка, там же как правильно, да, там, ну я до конца не шибко там погружен, там же приходит Трамп, у них такой ритуал, да, они там деток на Хэллоуин конфетами, а там он приходит и выбирает индейку. И выбирает, типа, жить ей или отрубить голову в печь засунуть. Ну, такая у них там, такая символическая история. И, похоже, Трамп эту индейку выбрал. Как будет спрыгивать Зеленский? Как обычно, прикрываясь своими европейскими партнерами, не неся ответственность за то, что он сделал с Украиной и с украинским народом. Ведь все было понятно, очевидно. И мы читаем обозревателя, вот сегодня я читал The Times,
который писал, Нила Фергюсона. Украина никогда не была в состоянии победить Россию. Читали вы эти слова? Так если она никогда не была в состоянии победить Россию, зачем вы все это начинали и спонсировали? И все это произошло в том числе потому, что вот эта криворожская дипломатия Зеленского затмила ему разум. Он подумал, что это сериал «Политика», ну, как «Слуга народа». Вот, ну, не пойдет сценарий, перепишем, снимем другой сериал, превратим в «Сваты». Вот, то есть, понимаете, а жизнь и политика – это такая тонкая сфера, в которой очень важна политическая ответственность. И может, несмотря на желание российского общества, может быть, то, как ведет войну Генеральный штаб Российской Федерации, может, это и позволит нам, русским, белорусам, украинцам, всем примириться. Потому что если бы Генштаб России вел войну так, как вело одно ближневосточное государство в секторе Газа, эффективность была бы гораздо быстрее. И продвижение армии, которое с рулеткой фиксировали и смеялись украинские журналисты, оно бы было гораздо быстрее. Но последствия для гражданского населения были бы ужаснее. Сейчас жертвы среди гражданского населения минимальны, хотя они, конечно, есть, прежде всего от падения обломков ПВО, от сбития ракет с курсов. Это все-таки техника. Но если бы мы воевали как в Газе, результат, может быть, был более быстрый, чем сейчас мы видим на карте. Но последствия, боль украинского народа проходила бы сотни лет. А так всю эту ситуацию можно, ну я и не скажу затереть, но, знаете, и после Чеченской войны, если мы вспомним, она также проходила очень с двух сторон активно, и жертв было не меньше, а даже больше, если брать в процентах к населению, чеченскому народу. Но сейчас чеченцы вместе с русскими плечом к плечу стоят на защите всего человечества, не побоюсь этого слова, от вот этого нацизма. Поэтому, возвращаясь к попытке ответа на ваш вопрос, а договориться ли Украина, Россия, американцы, но нам, простым людям, конечно, хотелось бы, чтобы договорились. Но понятно, что Зеленский и его европейские партнеры, часть из которых вредоносные идиоты, это Литва, Латвия, Эстония, Польша, а часть находится с ним в доле в рамках этого организованного преступного сообщества. Это Макрон, Мерц и Стармер. И мы увидим еще примеры этому. Мы уже видели примеры, когда, вы помните, Джонсон привозил на встречу, Борис Джонсон, человека, который заплатил ему 1 миллион то ли фунтов, то ли евро за лоббирование контрактов. Это уже данные британских СМИ. И мы увидим еще, что и Макрон, и некоторые германские политики были в доле. Но вопрос, который должен подвигнуть Зеленского к решению, и, может быть, окружение Зеленского, которое смотрит в том числе и наши эфиры, подвигнет его к этому решению, в том, что принимай ты, не принимай, но все равно цели специальной военной операции будут выполнены. Либо они выполнены будут полностью героической российской армии, либо они будут выполнены при помощи мирового сообщества. Во втором случае, мирового сообщества под этим термином сейчас я подразумеваю американских политиков, но во втором случае условия для Украины гораздо лучше будут, гораздо будут лучше. Мы же говорили сколько раз, что все равно
выйдут русские войска на границу конституционную, закрепленную в Конституции Российской Федерации. Мы говорили это не потому, что являемся поклонниками той или иной страны, а мы говорили, потому что являемся аналитиками. У кого мобилизационного ресурса больше, тот и выигрывает. Все, точка. Поэтому, если бы Зеленский и его окружение включало мозги, оно бы вообще не допустило этой войны. А если бы не слушало отдельных экспертов, которые говорили, в том числе и у вас в эфире, что ракет осталось на 2 недели, 3 недели, то и жертв было бы гораздо меньше. И надо понять, что если бы война закончилась в 25-м начале года, когда Трамп только пришел к власти и призывал Украину остановиться, было бы еще меньше жертв. Если бы в 24-м еще меньше. Если бы в 23-м еще меньше. Таким образом бы мы спасли миллион, не менее миллиона убитых, раненых, искалеченных, без вести пропавших. Разве это плохие цели? Это благие цели. Но, к сожалению, ОПГ Зеленского было занято другими вопросами. Прикрываясь такой националистической, в том числе риторикой, и создавая общество нетерпимости в Украине, они, как мы узнали из расследований украинских правоохранительных органов, пилили бюджеты, расхищали страну. Кстати, в сети прочитал некоторые шутят, это, да, минутка юмора, говорят, слава богу, что так получилось. То есть, получается, Украине не удалось построить эффективный национал-социализм, потому что все деньги украли евреи. Вот, это в плане, конечно, шуток из сети. Поэтому хочет Зеленский, не хочет, он будет принужден к выполнению этого плана. А если же он посмеет отказать самому Трампу, самому человечному человеку, да еще ко Дню Благодарения. Кстати, помните, как все либералы, навальнисты, бандеровцы, змагары, вся эта, как говорится, соевая публика и паноптикум кричали и смеялись, что в Советском Союзе все приурочивалось к датам. Так вот вам, пожалуйста, День Благодарения. Я уже не говорю про эти награды и про ту лесть, которая, значит, затмевает Леонида Ильича Брежнева. Вот. Пожалуйста, Советский Союз вернулся, только уже в таком капиталистическом оскале. Поэтому, если Зеленский попробует отказать, он будет лишен целого ряда преимуществ. Да, уже сегодня BBC, раздвигая очередные красные линии, заявила, что они поговорили с бывшим министром обороны Британии Бен Уоллесом. И тот сказал, что Киев справится и без разведданных США. Но кроме разведданных, есть финансовая помощь, есть оружие, которое поставляется союзникам по НАТО, есть давление на европейских партнеров, есть право вето, которое может использовать любой союзник США, например, Венгрия, при принятии каких-то решений. Есть информационное давление. Понятно, что The Times и Bloomberg, американские СМИ, они заняли сейчас гораздо резкую позицию к украинскому режиму. Да и демократические СМИ, контролируемые Демпартией США, такие как Нью-Йорк Таймс, тоже вышли с передовицей об украинской коррупции. Поэтому Зеленский столкнется не только с внутренним давлением со стороны как и российской армии, так и своего общества, которое становится все более радикальным, агрессивным. Только за эту неделю трижды взорвались гранаты в помещениях ТЦК, либо при задержании сотрудниками ТЦК. Он столкнется еще с беспрецедентным внешним давлением. Если Трамп не съест эту побритую уже к четвергу индейку, то последствия для этих коррупционеров будут очень серьезные. Еще нельзя списывать, Александр, тот факт, что все украденные у украинского народа деньги, они в основном складировали на Западе, в том числе в США.
И у США есть эти все пароли и явки. Мы все убедились, что это все и 20, и День Благодарения, и план с 28 пунктов, и НАБУ с первой бобиной Миндича. Это все звенья одной цепи. Поэтому вопрос, что они не воспользуются наворованными деньгами, потому что если разозлить Штаты, Штаты тебя найдут в любой точке планеты, и все твои ресурсы. И все 6 или 8 квартир Умерова будут конфискованы. Поэтому пусть думают, пусть думают. Время пошло, ждать не так много. И мы всячески поддерживаем усилия наших американских партнеров, потому что, еще раз акцентирую, вот внимание, некоторые наши уважаемые зрители будут писать, тот пункт плохой, другой пункт плохой. С точки зрения вот этого дрифта, да, с точки зрения документа, это неплохой документ, это хорошая основа, над которой можно работать. А там уже, конечно, мы будем продвигать свои позиции, прежде всего касающиеся Украинской Православной Церкви и русского языка, на котором говорит абсолютное большинство украинского народа. И даже все воры, коррупционеры имени Миндича тоже все, значит, говорили на русском. Юрий, выходит «Таймс», ну, продолжу ваш, скажем так, ваш анализ по средствам массовой информации, и говорит о том, что позиция Зеленского по мирному соглашению является блефом. Несмотря на лоббизм европейцев, фундаментальное представление Трампа о конфликте не изменилось в февральской встрече в овальном кабинете. Для Трампа Зеленский пытается блефовать с целью добиться лучшей сделки, имея слабые карты. Президент США считает, что у Путина все козыри. В этой прекрасной покерной партии он считает, что именно украинский президент не обладает преимуществами, добавляет издание. Ну и, значит, быстрее нужно оказать давление на Зеленского, чем на Путина, чтобы закончить войну. В принципе, мы это все и наблюдаем, и все это так вот и выглядит. То, как себя ведет Трамп, нам подчеркивает, что они где-то близки к истине. Даже вот этот Зохран Мамдани, да, мэр Нью-Йорка, который пришел, и очень мило с ним вел себя Трамп, хотя это лютейшие враги, они противопоставлены, Трамп открыто топил за предыдущего мэра Нью-Йорка, это ему не помогло, Мамдани победил, там даже такие пассажи от журналистов, вот вы называли Трампа фашистом, да, ну понимаете, а Трамп вклинился и говорит, говори, что так и есть, говори, что считаешь и сейчас. Это проще, чем брать и оправдываться. И все, конечно, очень удивились этой сцене. Это вот отдельная история. Это возможность Трампа делать те шаги, которые вот он считает нужным. Это возможность политика, вести политику. И если так посмотреть на эту, скажем, параллель с козырями, да, то где-то так и есть. Ведь по большому счету мы можем там много... Я это вчера делал в прямом эфире, там разбирали это обращение Зеленского, но по сути он достал свою карту, последнюю карту. Он призвал народ Украины остановить срач, стать за его спиной и, ну это последнее, что может сделать политик, да, говорить за мной народ, волей народа, пафосные вот эти все подачи, понимаете, то есть человек, который должен был выборы провести, не провел, который только благодаря войне и держится у своего кресла, человек, которого вряд ли переизберут. Я почему-то уверен, что его не переизберут, если мы, конечно, не увидим просто какую-то, ну вот условно примут этот план, 100 дней, выборы, и увидим какую-то постановку театрализованную, что ой, тут Зеленский опять всех победил. Ну, извините. Ну, не бывает так. Все это прекрасно понимают. Зеленскому ничего не светит. Но он же призывает к последней карте политика. Это как бы, знаете, это тот пистолет, который как бы у тебя есть. Зачем ты его достаешь и начинаешь крутить, да, вот перед всеми? Ну, у тебя все знают, что да, ты президент, у тебя там за тобой народ, да, ты принимаешь решение, так получилось от имени народа. Но он опять это подчеркивает. Видимо, чувствует, что холостые уже у него, или отстрелянные вот эти патроны в этом его пистолете власти. Как вам кажется, есть уже у США наметки на какие-то фигуры? Мы знаем, что у британцев есть.
там Залужный, смотрящий на Биг Бен. Британцы, кстати, и будут выборами заниматься. Ну, это понятно, они деньги перечисляют, они программное обеспечение обучают, там, как по-новому считать. Ну, короче, обеспечением занимаются британцы. Ну, так и американцы вообще понимают политические дальнейшие шаги, что, условно, сейчас мы это все сделаем, индейку съедят на День Благодарения, а дальше же надо новую растить и кормить, чтобы жирком заплывало. Смотрите, ну, если вернемся на минутку к Мамаде, Мамдане, вот, значит, этому мэру Нью-Йорка, он очень напоминает Зеленского в 2019 году. Вот. Я думал, вы как бы сравните или не сравните. Вот это Так он сравнили. чистый. Чистый, также рвет рубашку, ну и заканчивается чем? Значит, логика же очень простая, даже если он называет себя коммунистом, да? Значит, чтобы улучшить жилищные условия нью-йоркцев, надо начать хотя бы с одного человека. Вот он с этого человека, с себя, и начнет. Поэтому он стал, значит, таким ручным, послушным и будет выполнять волю Трампа. А Трамп, как король мира, действительно может себе позволить, значит, даже то, что его называют фашистом. Он там и сказал вчера, да, да не оправдывайся, скажи да. Вот, то есть, и Мамади этот, значит, он чистый Зеленский в 2019 году. Мир во всем мире, бабам цветы, детям мороженое, вот, нацистам Бендеру, русским Потемкина. Вот, а результат другой. Ну, конечно, в Нью-Йорке будет нормальный результат, потому что там устоявшаяся политическая система. Теперь по поводу его обращения Зеленского, да, к украинскому народу. Действительно, это вызывает возмущение. Вот эти все дешевые приемы, отсылы к тому, чтобы сплотиться, да, значит, не время конфликтовать. Это напоминает, знаете, вот сейчас наверняка, то есть сидит где-нибудь в кафешке Тель-Авива Цукерман, Шефер и Миндич и говорят про украинский народ. Вот же жлобы. Ну неужели им же все равно по эти деньги не достались? Ну неужели им жалко было то, что мы отмыли 100 миллионов это только на энергоатоме? И вот такая примерная логика у господина Зеленского. Не время, подожди, как это не время? Произошел крупнейший коррупционный скандал. Более того, в военное время вы поступили как мародеры. Вас должны ставить к стенке. К стенке ставить. Зеленых мародеров. Более того, на энергии. Сейчас мы вот эфирим, а в Киеве отключают веерное отключение очередное света. А он говорит, главное, надо сплотиться. Хорошо, сплотиться, но сплачиваются люди всегда на основе, вот самое эффективное сплочение, которое сравнимо с клеем таким момент секундным, оно всегда на каких-то добрых делах, на хорошей позитивной повестке. Оно не может быть на то, что ты разделяешь людей по языковому, религиозному принципу, на том, что ты воруешь деньги у украинского народа. Поэтому вот эти дешевые приемы, они уже не работают. Сплотиться ради чего? А ради чего сплотиться? Вокруг тебя уже сплотились в 2019 году, ты вел себя как пророссийский кандидат, точнее проукраинский, но понимающий всю необходимость дружбы с Россией и Беларусью, как твоими соседями. Ты говорил, остановлю войну. Ты говорил, значит, не будем преследовать за язык. А ты все сделал наоборот. Поэтому лимит его доверия исчерпан. И даже ручные социологические службы Офиса президента, которые получают также взятки, как и депутаты из фракции «Слуга народа», если верить тому, что написано в сети, которых подкармливают и дают 20 тысяч долларов в среднем месяц. Так вот, эти же ручные социологические службы зафиксировали падение рейтинга Зеленского до 20%. А я думаю, что он находится вообще в пределах
статистической выборки, потому что его не любят ни большинство украинского народа, ни националисты, ни либералы, ни представители других политических сил. Но вы правы в одном, что если мы в результате этого мирного плана выйдем на какие-то выборы, то нам будет продемонстрирован молдавский или румынский вариант, когда люди голосуют против, а побеждает в результате махинаций совершенно другой кандидат, на которого поставили. Что Зеленский нарисует в смартфоне любые выборы, у меня нет никаких сомнений. И даже с рейтингом его действующим в 5% он себе нарисует 55%. Вопрос, поставят ли на него американцы. И вот здесь есть четкий ответ. Нет, нет и еще раз нет. Зеленский находится в глубочайшем цейтноте и цуцванге. Что это означает? Во-первых, у него нет времени. Во-вторых, каждое его действие, какое бы оно ни было, приведет к еще большим проблемам. Поэтому в том плане из 12 пунктов, а не 28, которые мы озвучили у вас в эфире, был пункт о низложении Зеленского. Он должен быть низложен либо сам, либо в результате решительных действий украинского политического класса. Кстати, у меня в пункте был и план, связанный с правительством национального единства. И тут же, посмотрите, значит, произошло чудо. Чудо произошло. Вот второй раз с коляски встала женщина с косой. Пришла, значит, в Раду. Пришел отец украинской коррупции, господин Порошенко, да? Ну, Тимошенко это, значит, бабушка украинской коррупции. Все пришли требовать борьбы с коррупционерами, отстранить Зеленского. Они почувствовали, что это наш шанс, да, и что мы сейчас скинем и перекупим монобольшинство. Но пока у Миндичей, Шиферов, Цукерманов и Зеленских денег больше, поэтому монобольшинство перекупить не удалось. Но это было так смешно смотреть, когда вот, значит, одних мародеров сгоняют другие мародеры, которые этих мародеров породили. И вот я говорю, что даже были зафиксированы такие чудеса. Первый раз на Майдане колясочница встала, и второй раз в Верховной Раде. Вот. Значит, поэтому ответ на ваш вопрос, касаемый выберут ли Зеленского американцы в качестве той фигуры, которая будет руководить на переходном этапе, нет. Кого они выберут? Залужного? Нет. Это человек террорист, если верить прокуратуре Германии. Он подозревается в организации террористического акта. Ну, точнее, там написано акта государственной диверсии. Поэтому вряд ли, несмотря на желания британцев, этот человек получит власть. Что касается Буданова, ну, это там все понятно. Человек замазан в террористических актах, и это абсолютно очевидно. Он реализовывал карательные, без всяких приговоров суда, карательные, значит, операции в отношении граждан Украины. Активистов, депутатов, взрывал, да, убивал. Список фамилий, имен есть в сети. Хотя эти люди не были осуждены к смертной казни, извините меня, юридически по приговору суда. Не были. Он не имел права убивать Киеву или других людей с иным мнением. Ну, там не все так просто в ситуации с Киевой. Ну, хорошо, да. Значит, кого, вот закончу, кого могут поставить американцы? Вы знаете, лучше всего на переходный период, и это всегда американцы понимают, техническая фигура. Может быть действующий премьер, может быть человек, который связан дипломатическими отношениями с США. Например, посол Украины в США. Это вот подход американцев. И это, кстати, самый неплохой вариант вот на переходный период до ближайших выборов, когда мы верифицируем желание украинского народа, если к этим выборам будут допущены все партии. Но, надеюсь, Совет по миру, который хочет возглавить Дональд Трамп, будет объективно
следить за выполнением Смотрите, мирного плана. тут же тоже такой момент. А что такое Совет мира? Там, понятное дело, вы так о деньгах вспомнили, да? 50% прибыли США. Европа вкладывает деньги, прибыль в США. Нормальный, хорошо, как бы помирились. Но тут можно там... Понятно, что там вопрос денег и дележки денег, он всегда будет остро стоять. И вы про активы тоже говорили, комментировали. Не в этом суть. Суть в том, что такое Совет мира. Вот мы сейчас смотрим на Газу. Ну как, заработали? А там тоже главный Трамп, ну типа в этом всем, так сказать, органе. Что вообще за орган? С точки зрения вот политической, ну так а кто это? Это, ну так можно, просто смотрите, можно провести параллель, например, с евробюрократией брюссельской. Это тоже типа Совет мира. Ну, у всех стран есть свои там правительства, там, президентики, премьерчики, вот это все. Но над ними вот такой вот надсмотрщик, как вот Еврокомиссия, принимает решения. То есть он какой-то деятельный. Или это просто наблюдательный совет. Как бы деньги получают, ну в Украине к этому привыкли, деньги рубят, тырят, глаза закрывают, зарплаты высоченные, ничего не делают. Ну, наблюдают. То есть очень непонятно вот это вот. Ну вот когда, помните, была какая-то итерация, когда там белорусских миротворцев рассматривали по линии соприкосновения, там еще какие-то варианты. Все говорили о мандате и подмандатности ООН. И тогда, типа, да, международный орган, как бы при ООН, тут об ООН нет речи. ООН-то, понятное дело, проголосует, поддержит, как с Газой, но это не орган ООН, это некое что-то другое. Вообще тут, если конспирологически глянуть на эту тему, так это такая штука, ну вот смотрите, тут Совет мира, в другом регионе Совет мира, еще здесь Совет мира, а потом, гляди, раз тебе и вообще вот это вот правительство мировое, вот оно, Трамп главный, ну или там люди, стоящие за Трампом. Очень такая специфическая тенденция. Неужели сегодняшние политические системы конкретно, это важно, и вот с точки зрения, наверное, вот все говорят, ну какой-то не такой план, какой-то не такой. Понимаете? А потому что Россия, а, ну, она же за классические форматы договоров. Неужели классическая модель не может в классическом смысле закончить войну и гарантировать ее, то, что она не начнется, а нужно придумывать вот этот новый велосипед? Как вы оцениваете, что это такое и зачем это? Смотрите, ну, во-первых, хочу сказать, что этот план из 28 пунктов, он, конечно, появился неспроста. И если мы берем конспирологию, а это, скорее всего, будет не конспирология, а фактом, то обратите внимание, перед его появлением прошло голосование в Совете Безопасности ООН по плану Трампа. Могла ли Россия выступить против и наложить право вето? Конечно, могла. В том числе в благодарность за поставки смертоносного оружия американцами, которым украинские нацисты убивают русских людей. Но Россия воздержалась вместе с Китаем. И тут же появился план из 28 пунктов. Это наводит на мысли, на то, что американцы все-таки отдают эту территорию на откуп российской политики. Им больше интересен Ближний Восток, в том числе для того, чтобы зять Трампа Кушнер построил там очередную ривьеру, выселив предварительно этих бедолаг, которые там проживают на территорию Судана, Египта, Эфиопии. Но для того, чтобы все-таки не было судачеств о том, что все отдали на откуп России, есть такой в пункте орган, как Совет мира. Это, кстати, и нужно для того, чтобы в следующем году Трампу попытаться баллотироваться и получить эту, ну, он будет выдвинут, не баллотироваться, выдвинутым быть на Нобелевскую премию мира.
и получить эту Нобелевскую премию. Ну, если уже президент Совета мира не получит Нобелевскую премию, а это идея его фикс, этого долларового миллиардера, которому 80 лет, это как бы, ну, нормальная идея остаться в аналах истории вот таким миротворцем. Это на самом деле его идея фикс. И поэтому он в качестве Совета мира смотрится органично. Но вопрос, будет ли принят этот пункт, это же еще не значит, что этот пункт будет принят в том числе российской стороной. Сейчас самое главное для русского и для украинского народов, когда я говорю русский народ, я имею в виду все, почти те 200 народов и национальностей, которые сейчас воюют в рамках специальной военной операции, так очень важно сейчас остановить эту войну. Но Стамбула не будет, остановить, выйдя на территориальные границы Российской Федерации. Это принципиальный момент, который поддерживают и все белорусы. Это наказание украинского режима за то, что они не пошли на компромисс и кинули нас в Стамбуле, подписав. Они же подписали все эти договора. Есть подпись Арахамии под этим документом. И тут же обманули. Но здесь, Александр, есть другой вопрос. Вот сегодня я прочитал, что конгрессменша Марджори Тейлор Грин заявила о том, что складывает свои полномочия и 5 января 2026 года покинет Палату представителей Конгресса США. Она была одним из самых активных сторонников Трампа, и она представляла колеблющийся штат Джорджия. И уходя, вот люди спросят, а что нам это, Грин? А дело в том, что когда она делала своего заявления вот сегодня об уходе, она сказала, что Трамп проиграет промежуточные выборы, которые пройдут в октябре 2026 года, в октябре-ноябре, и потеряет контроль над обеими палатами Конгресса США, и над Сенатом, и над Палатой представителей. Соответственно, если к власти придет Демократическая партия США, вы же понимаете, они все жаждут реванша. Они сейчас затаились, но мы видим из их переписок, из их публичных выступлений, из даже того, что они не приглашают на похороны своих представителей Трампа. Вот недавно умер вице-президент США Ди Венс, да? Дик Чейни, Ди Венс жив. Дик Чейни, прошу, дай бог здоровья Ди Венсу. Дик Чейни умер, и, значит, не приглашен был ни Ди Венс, ни Трамп на его похорон. Это беспрецедентное нарушение протокола. Это говорит о том, что они в ярости. А не пойдет ли все откручиваться назад? Вот в чем принципиальный вопрос. Поэтому здесь надо, чтобы украинский политический класс понял, что надо в конце концов становиться суверенным государством, отстаивать свои интересы и не колебаться вместе с линией партии в зависимости от того, кто победит в Брюсселе или в Вашингтоне. А тогда следующий вопрос. Естественно, суверенное правительство Украины, глядя на карту, историю взаимоотношения, значит, естественно, поймет, что надо выстраивать ровные, спокойные, конструктивные отношения со своими соседями, с Россией, с Беларусью. Надо обеспечивать гражданский мир внутри страны, надо делать мультикультурное, толерантное общество, и надо залечивать те раны. Раны очень серьезные, раны кровоточат, но это те раны, которые можно залечить, потому что если мы берем историю кровавых таких же войн, начиная с Столетней войны Англии, Франции, заканчивая Первой мировой войной, Второй мировой войной, вот этими сейчас бомбардировками Японии, жуткими абсолютно, да? Ну, значит, вьетнамской резней. Ну, смотрите, ничего. Сейчас у Штатов стратегическое партнерство с Вьетнамом. Никто им особо не вспоминает, что они там напалмом выжигали
целые семьи. То есть я к чему говорю? Надо сейчас остановить войну, надо начинать залечивать раны, и надо становиться суверенными, надо вырастать из вот этих бандеровских, петлюровских штанишек и не зависеть от своих западных партнеров, а зависеть от своего народа, от требований и чаяний украинского народа. Что касается конкретно Зеленского, сейчас он, я утверждаю, самая главная причина и камень преткновения к реализации всех мирных договоренностей. Даже если каким-то чудом план будет поддержан, а скорее всего, вот сегодня Мерц звонил Трампу, они разговаривали там полчасика, скорее всего, Трамп попытается убедить европейцев, чтобы хотя бы начали обсуждать вот этот план, и они, наверное, додавят Зеленского. Посмотрим, к четвергу уже блюдо будет подано. Но вопрос, что он все равно будет противодействовать каждому пункту, тянуть с его выполнением, он должен понять. Сик транзит глория мунди, как говорили великие. Его время ушло. Он не вошел в историю Украины, а вляпался. Вляпался таким большим, огромным, коррупционным, кровавым пятном. Чем быстрее этот человек уйдет, тем быстрее Украина залечит свои раны, не только Украина, но и Россия, и тем быстрее страны, народы будут начинать восстанавливать свою экономику и восстанавливать привычный ритм жизни. А мы заинтересованы к тому, чтобы вот этот процесс начался. И пусть даже вот этот кривой, косой план Трампа есть, но если у нас нет другого, давайте начинать работать по нему. Вы знаете, тут такой эпизод, я хотел бы завершить нашу встречу вот на нем. Мы сегодня действительно обсуждаем вот эту всю историю, там коснулись нескольких моментов. Financial Times. Значит, подробности встречи представителей США и Европы в Киеве. Значит, американцы там сообщили чиновникам, что их план почти не подлежит обсуждению. Вот поэтому приехали генералы. То есть все вот так. Те там, а вот смотрите, вот у нас там чипы какие-то в российских ракетах, а вот смотрите, в Тернополе жуткая трагедия, 28 человек погибло. Нет, говорит, план, вот этот план, он не подлежит обсуждению. Один из европейцев охарактеризовал тон встречи как тошнотворный. Дискуссия быстро вышла из-под контроля. Дэвис, это посол, поверенная США в Украине, сказала собравшимся в особняке, что как бы мы не поддерживали продолжение войны с Украиной, есть пределы. Есть серьезные признаки того, что Россия располагает мощной индустриальной базой, вопрос лишь во времени, когда Украине придется заключать соглашение. Цитирует газета участника встречи. Ну, то есть участник встречи рассказывает, как рассказывает Дэвис, чтобы было понятно. Значит, затем на встречу приходит Дрискол, это вот начальник армии, министр армии США. Говорит, вооруженные силы, и прям с порога открывает дверь и говорит, нужно заканчивать это дерьмо. Я прям, эти фильмы с 90-х, да, вот эти там, или там с нулевых, вот этих американских, да, вот эти боевики, заходит генерал и говорит, пора заканчивать это дерьмо. Вот это щит, вот это у него, да, вот это. Вооруженные силы США любят Украину, поддерживают ее, но честная военная оценка США такова. Украина находится в очень плохом положении сейчас, и сейчас лучшее время для мира. Добавляет, что гарантии безопасности сейчас американского плана, они будут обсуждаться с Европой и Украиной в ближайшие дни. Дэвис и Дрискал настаивали, чтобы Зеленский подписал соглашение до четверга. У нас узкое окно для мира. Президент Трамп хочет сейчас мира. Чем больше поваров на кухне, тем сложнее управлять процессом, говорит генерал. Ну и послы там присутствующие на встрече, послы ЕС говорят, посылы шокирующие. Короче, там материал о том, как в шоке все послы, все европейцы, да, как себя ведут американцы. Как в кино. Повара, кухня, давай заканчивать это дерьмо, там вот это все, piece of shit, вот эти все выражения. И вот эта вот натуралистика,
нам говорит, что это правда. И, Да. и справедливый шок у европейцев, которые они этого не ожидали. Но эмоции мы обсудили выше, всю дорогу сегодня обсуждали. Мы делаем умозаключение, важное. Или сейчас, или катастрофа. И американцы приехали, вот эти генералы, спасать мир. Ну вот, как в кино американском, как в Голливуде. Они прилетели спасать мир. Потому что если они сейчас, и говорят, всех в сторону, все, вот сейчас, давай, подписывай. Они прилетели, потому что если сейчас этого не будет, то, простите, вот эти все вот эти все расчеты о том, что Украина там по Днепру, или Украина без выхода к морю, или вообще там западная часть страны обрубок, это станет реальностью. И вот эта даже картинность, синематографичность, вот это то, что описывает Financial Times, нам это подтверждает. Если Да. здраво попытаться оценить этот масштаб катастрофы, что бы вы сказали напоследок? Ну, сегодня. Конечно, сначала бы я сказал, что сотни гектаров украинских кладбищ начинались с печенек Нуланд. Поэтому, да, было бы неплохо, чтобы ошибку и эту катастрофу исправили те, кто ее, собственно, организовал. Что касается их понимания мира, у американцев он всегда черно-белый и всегда сериальный, поэтому это абсолютно нормально. Но я бы хотел сказать, что они не приезжают спасти Украину от катастрофы, они загнали ее уже в катастрофу. Просто они предлагают спасти Украину, украинский народ от еще большей катастрофы. Это принципиальное различие, потому что катастрофу мы уже видим. И каждый день наблюдаем за ней в режиме реального времени. Но исходя из вот этой свежего инсайдерского материала Financial Times, можно теперь сказать однозначно. Вот эта наша хрипатая индейка должна прям сегодня помыться, побриться, облить себя клюквенным соком, лечь на блюдо и звонить в Вашингтон. Это единственный для него выход. Особенно с учетом того, какие новости приходят сегодня с фронта. Ну вот наши ребята, которые сражаются бок о бок на передовой с русской армией, сообщают, что сегодня был окончательно освобожден Покровск. Мы проверим в течение 1-2 дней, являются ли это заявлениями, похожими на заявления экспертов в вашем эфире про то, что ракет хватит на 2-3 недели. Но я за свои слова всегда отвечаю. Так вот, Покровск освобожден на 100%. И это значит, что у этой хрипатой индейки вариантов нет. Мы должны встретить День Благодарения с помпой, с радостью и с большим кулинарным удовольствием. Поэтому ожидаем, верим, надеемся. Вот и все. Юрий Воскресенский был моим собеседником сегодня. Благодарю за время и мысли. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Пишите в комментариях, что думаете. Берегите себя и друг друга. Добра и света.